В уходящем году покерная индустрия продемонстрировала очередной рывок вперед, обновив не один рекорд – от массовости событий до крупнейших банков в истории телетрансляций. Но кто продемонстрировал самые выдающиеся результаты? Предлагаем узнать, кто вошел в число лучших покеристов года в живых МТТ, поскольку только в турнирном покере нам доступна практически вся информация даже самых незначительных официальных серий. Вы на Покер.ру. И перед тем, как мы начнем, подпишитесь. Оставайтесь с нами в новом году. Оффлайн МТТ. Сперва оценим самых успешных игроков года. Каким параметром оценивать успешность? Естественно, в игре на деньги это однозначно сумма заработанных призовых. Итак, начнем с 5-го места. Бенджамин Толерен находится, пожалуй, в лучшей в своей карьере форме, хотя начал играть в покер он еще во времена покерного бума. Удивительно, но 39-летний профессионал уверенно шагает в ногу со временем, постоянно впитывая новые тенденции и оставаясь на вершине индустрии. Еще удивительнее, он растет не в одной дисциплине. Кроме высокого уровня в холдеме, он демонстрирует отличные навыки в амахе и даже считается одним из лучших в мире в четырехкарточной игре. В 2025-м он в основном выступал в турнирах серии Poker Go Tour, но заглянул также на мировую серию ВПТ, европейский тур, но, конечно же, до пятерки лучших он бы не добрался без тритона. Он съездил на все этапы, но самым удачным стал Черногорский. В Будве Толерен сперва стал раннер-апом хайроллера за 150 тысяч и заработал почти $3,5 миллиона, а затем выиграл главные события по амахе за 100 тысяч долларов и забрал приз в размере 2 390 000. Еще один трофей Бен добыл в Европе в хайроллере ЕПТ за 25 тысяч евро. Итого всего 2 титула, но более 12 миллионов призовых. Да уж, действительно, важно не количество турниров, а их качество. Еще один американский скромняга, умеющий выбирать соревнования. Чтобы взобраться на 4-ю строку нашего топа, Сету хватило 17 попаданий в призовую зону. Но зато каких попаданий! В марте Дэвис занял 3-е место в 100-тысячнике европейского тура, заработав $1 миллион. Но это была разминка. В мае он отправился в Черногорию на Тритон Покер, где занес турнир за 50 тысяч, выиграв $1,5 миллиона, а потом стал раннер-апом знаменитого пригласительного события за 200 тысяч. Этот турнир принес ему $4 190 000. Маловато, подумал Сет и отправился в Лас-Вегас на мировую серию. Где бы сыграть? Конечно, в самом дорогом турнире за 250 тысяч. Снова победа! И еще $4 750 000 в копилку. Кстати, знаете, в чем ключевые различия между турнирной стратегией и кэш-игрой? Нет? Тогда смотрите это видео обязательно. Оно уже на канале. А вот этот британский парень с запоминающимися усами, похоже, готовится совершить революцию и свергнуть многолетнего лидера списка самых успешных покеристов в истории. Мы все привыкли, что в этом рейтинге нет равных Брину Кенни, который первым перешагнул отметку в 70 миллионов за карьеру, а сейчас набрал уже 80 миллионов. Но не тут-то было. Ему на пятки наступает Стивен Чидвик, который в этом году заработал $12 600 000, а в сумме за карьеру накопил уже 76 миллионов. Но его форма, очевидно, намного лучше, чем у почивающего на лаврах Кенни. Стивен просто разрывает дорогие серии. У него не так много заносов. В сентябре он взял титул на Тритоне, который принес самый большой выигрыш в размере $3 455 000. Затем выиграл трофей серии Poker Go Tour, а затем добавил кубок североамериканского тура. Однако Чидвик является одним из самых усердных гриндеров среди хайроллеров. Да, его топовые результаты единичны, но в среднем он чаще коллег собирает неплохие призовые. В этом году Стивен признался в ментальных проблемах. Ему очень сложно в социализации из-за психических расстройств. Однако игрок сумел побороть себя в социальной игре под названием покер и стал одним из лучших в мире. Что с такой силой воли и мотивации переворот на вершине мирового рейтинга случится уже в следующем году. А на втором месте игрок, который взобрался на покерный Олимп буквально пару лет назад. До пандемии ковида он перебивался скромными заработками на европейских сериях, но в 2022 году занял 6-е место в мейне ЕПТ и заработал $340 000. Так началось восхождение, которое в уходящем году удалось в полной мере закрепить 2 громкими победами.
В сентябре норвежец занес тритон за $150 тысяч и заработал более 3 миллионов 800 тысяч. А в декабре в SOP Paradise он выиграл культовый тритон Invitational, забрав первый приз в размере 7 миллионов 725 тысяч долларов. Собственно, эти два приза и стали основой его годового успеха – КПД на уровне немецких автомобильных двигателей. И, наконец, самым успешным игроком года стал Джесси Лонис, между прочим, самый молодой профессионал в топе. И в этом он похож на такого же молодого прошлогоднего лидера Адриана Матеаса. До 2021-го Джесси работал строителем, а к покеру относился как к обычному хобби. Однако хорошее хобби ценно тем, что человек стремится становиться в нем лучше и лучше. Лонис настолько увлекся теорией и внутренними механиками покера, что неожиданно для самого себя занял 5-е место в главном событии всемирного тура в Голливуде. Заработав $224 тысячи, он вдруг понял, что назад на стройку возвращаться не желает. Уже в 22-м он берет свой первый браслет. Произошло это в онлайне, так что многие профи к достижению новичка отнеслись с пренебрежением. «Ну и ладно», — сказал Лонис, и через год выиграл уже самый настоящий браслет в турнире по Омахе за 50 тысяч. Получив 2 миллиона 300 тысяч, он больше не стеснялся участвовать в турнирах, за которыми еще пару лет назад наблюдал лишь на экране. Ну а в уходящем году он наконец перекрыл тот рекорд. Он занес главное событие тритона в Черногории и пополнил банкролл на 3 миллиона 446 тысяч долларов. Кроме того, в 25-м были победы в 100-тысячнике серии Onyx и несколько трофеев серии Poker Go Tour. Итого 13 миллионов 292 тысячи долларов. Абсолютный рекорд прошедшего года. И все же самый успешный и самый лучший игрок года – не единое понятие в современном покере. Как мы видели на примере некоторых представителей предыдущего топа, чтобы в него попасть, им хватило пары турниров, так что нельзя не признать, что во многом им просто повезло. Но в борьбе за титул лучшего совсем другие критерии. Рейтинг Global Poker Index учитывает сложность события, состав и количество соперников, место, призовые, давность турнира, его стоимость. Для всех этих факторов действуют специальные коэффициенты, по которым начисляются баллы. В итоге мы видим куда более объективную картину достижений игроков. Итак, рейтинг GPI. Брэндон Уилсон. Молодой американец дебютировал в живых турнирах после пандемии, но начал профессиональную карьеру он именно благодаря ковиду. Оказавшись запертым в доме, он стал больше времени уделять хобби. Кстати, параллельно с йогой. Вот уж действительно топовый рецепт по производству покерных профессионалов. Стратегия и психология прокачивались одновременно. В завершении локдауна он отметил несколькими заносами на ВПТ. Но узнавать его в сообществе стали лишь в 2023-м, когда он стал участвовать в турнирах серии Poker Go Tour. Там же были добыты первые шестизначные выплаты. Этот год он начал с 2 побед в той же серии. В течение 3 дней он выиграл почти 600 тысяч долларов. Поверив в себя, Брэндон отправился на тритон в Южную Корею, где трижды прошел не просто в призы, а за финальный стол. В апреле снова победа в Poker Go Tour, а в июле Уилсону совсем немного не хватило, чтобы добыть первый браслет мировой серии, второе место в пятитысячнике и 400 тысяч долларов. В сентябре американец впервые в карьере заработал $1 миллион. Это случилось на фестивале Тритон в турнире за 50 тысяч, в котором он занял 2-е место. Октябрь и снова победа PGT. Затем еще $1 миллион за 4-е место в турнире в SOP Paradise, а завершил сезон Брэндон трофеем хайроллера всемирного тура. Такое подробное описание призвано продемонстрировать, что к признанию одним из лучших приводит не сиюминутная удача, а плотный гринд и стабильно высокий уровень на протяжении всего года. Уилсон сегодня считается одним из самых перспективных покеристов современности, а учитывая его работоспособность, он наверняка еще не раз появится в самых престижных рейтингах следующих лет. Но этого косплеера Арнольда Шварценеггера знает каждый, кто хоть иногда смотрит покерные трансляции. Алекс Фоксен — гремучая смесь покерного интеллекта и невероятной психологической проницательности. Уже много лет находится на вершине покерной индустрии. Сейчас он занимает 7-е место в топе самых успешных игроков всех времен, с суммарным выигрышем более 54 миллионов долларов. Несколько лет Фоксен игнорировал серию Тритон, так как ряд командировок по приглашению Пола Фуа оказались неудачными. Но триумфальное возвращение в конце прошлого года, когда он занес главные события Тритон в SOP Paradise на Багамах, открыло новую страницу в карьере профессионала. Поразительно, что у него лишь 2 7-значных заноса в 2025-м. $1 миллион за 6-е место на Тритоне в Корее и $3 миллиона за 2-е место суперхайроллера на мировом
мировой серии. И при этом общий заработок за год составляет более 11 миллионов. Как так вышло? Опять же, усердный гринд и стабильно высокие результаты. Алекс уже все всем доказал, но продолжает гореть покером. Вероятно, он и его супруга Кристен прекрасно поддерживают мотивацию друг друга, заодно соревнуясь между собой по количеству браслетов в СОП. Пожалуй, самая обидная позиция рейтинга — третье место Артура Мартиросяна. Но почему обидная? Дело в том, что еще в ноябре Артур возглавлял список и упустил небольшое преимущество буквально на флажке, пропустив вперед сразу двоих конкурентов. Тем не менее, год стал для россиянина прорывным и самым успешным в карьере. Более 11 миллионов призовых. 9-й результат в рейтинге успеха. Но, кроме того, признание как одного из лучших покеристов в мире. Артур громко начал год. В марте он занял 3-е место в главном событии Тритона в Чеджу, заработав 2 миллиона 644 тысячи долларов. А второй семизнак пришелся на май. Снова 3-е место, снова Тритон уже в Будве. Снова главное событие, но уже по Омахе и $1 миллион. Примерно тогда же Артур возглавил рейтинг самых успешных покеристов из России. В самом начале мировой серии Мартиросян стартовал в одном из престижнейших турниров – чемпионате по хедзапу. И занос. Браслет и $500 миллионов. Казалось, в СОП может стать одним из самых удачных фестивалей для разогнавшегося Артура. Но 30% от выигрыша организаторы ему просто не отдали. Оказалось, что из-за приостановки договоренностей правительства США и России по двойному налогообложению все россияне должны платить 30% комиссию. Естественно, математическое ожидание при таких условиях просто рухнуло, и Мартиросян просто проигнорировал почти все события, в которых планировал принять участие в рамках ВСОП. Отдушиной стал 3-й семизнак за год. $1 миллион в турнире в казино Wynn, а остальную сумму Артур также накапливал усердным гриндом. Если бы непосредственное выступление на ВСОП Paradise, все могло быть еще лучше. Впрочем, и без того Артура есть чем поздравить, пожелав, чтобы каждый следующий год становился для него все более удачным. Второе место Джесси Лонис, заодно и самый успешный покерист года. Про бывшего строителя мы уже рассказывали, не будем повторяться, тем более, что он наверняка даст еще не один повод поговорить о нем в будущем. И первое место – самый работящий из всех хайроллеров в 2025-м. Пунат Пунсри, уроженец Таиланда. Он познакомился с покером во время учебы в Лондонском университете. Стартом карьеры можно считать победу в главном событии азиатского тура в 2019 году. Впрочем, почти сразу после успешного дебюта наступил локдаун. Пунат не опустил руки. Наоборот, он взялся за теорию под руководством своего друга Мэтью Блетчера. За год он значительно поднял уровень, особенно с учетом того, что Блетчер сначала считал его безнадежным. После локдауна Пунсри в статусе пока еще ноунейма отправился на ВСОП и 4 раза прошел в деньги. А затем Тритон, победа в 100-тысячнике, 2 миллиона 600 тысяч призовых и полная свобода в выборе соревнований, уже в статусе хайроллера и восходящей звезды. В выходящем году Пунат 61 раз попал в призы, что делает его самым активным гриндером среди хайроллеров. Крупнейшие выигрыши в 2025-м. Почти 2 миллиона 600 тысяч за победу на Тритоне в Чеджу в марте. 1 200 000 за второе место в главном событии на Тритоне One в том же Чеджу уже в сентябре. И 1 700 000 на том же, но уже в рамках хайроллерского фестиваля. Таким образом, Пунат становится лучшим игроком по версии Global Poker Index, хотя по сумме призовых не входит даже в десятку. Но незаслуженным это звание точно назвать нельзя. Все они когда-то были новичками в покере, и все допускали ошибки. Мы же предлагаем учиться на ошибках не своих, а чужих, чтобы путь в покерной карьере был стремительный и не такой тернистый. Обязательно гляньте это видео. 7 главных ошибок новичков в покере уже на канале. Увы, в наших рейтингах нет ни одной девушки, хотя в целом количество женщин на крупных сериях неуклонно растет, поэтому предлагаем в завершении отдельный рейтинг самых успешных покеристок. На 5-м месте Сося Цзян, опытная покеристка из Новой Зеландии, которая, впрочем, в последние годы больше занимается популяризацией покера, нежели непосредственно игрой. Она получила известность в 2017 году после одной из первых вылазок из онлайна в офлайн на Poker Stars Championship в Макао, где она одержала победу и заработала $500 000. Самый крупный успех случился в прошлогоднем турнире Тритон Миллион на ВСОП Paradise.
где при бай-ине в $500 000 она заработала $1 600 000. Ну а в наш рейтинг 2025-го Соссия попала благодаря грандиозному успеху на Тритоне в Чеджу в сентябре. Там она заняла второе место и заработала почти $1 400 000. Четвертое место — Чериш Эндрюс. В отличие от Соси Цзян, Чериш является действующим профессионалом в полном смысле этого термина. Она 44 раза попала в призы в уходящем году, выиграла 2 трофея, и при этом у нее всего 3 шестизнака. 408 000 за победу в хайроллере на ВПТ, 318 000 за второе место в Seminole Hard Rock в Голливуде и 111 000 за первое место в турнире североамериканского тура. Все остальное — усердный гринд. К слову, именно Чериш в прошлом году становилась лучшей покеристкой в индустрии. Она одна в последние годы сражалась за это звание с Кристен Фоксен, хотя борьба эта, скажем прямо, иногда выглядит безнадежной. Третье место — Лео Маргетс. Опытнейшая испанка также в последние годы больше занимается популяризацией покера и своего партнера, одного из онлайн-румов. Однако в уходящем году Лео громко заявила о себе, став первой женщиной за 30 лет, сумевшей пройти за финальный стол главного события мировой серии. Собственно, попадание в топ-3 ей обеспечили 7 миллионов, заработанные за итоговое 7-е место. Еще одна опытная покеристка, начавшая карьеру еще в эпоху покерного бума. В отличие от супруга Джейсона, Наташа больше не играет профессионально, однако старается периодически посещать значимые соревнования. В уходящем году она приняла участие в турнирах мировой серии, всемирного тура, а также в главном событии в SOP Paradise. Собственно, именно последнее вознесло ее на вторую строку нашего рейтинга. Она дошла до 6-го места и заработала $1 800 000, заодно установив личный рекорд. И это уже после завершения профессиональной карьеры. И, наконец, первое место. Барабанная дробь. Да, нет, конечно. Здесь все понятно и предсказуемо. Никаких сюрпризов. В 2025-м Кристен единолично возглавила рейтинг самых успешных женщин в покере за всю историю игры. Так что первое место еще и в годовом списке всего лишь бонус. Кристен — активный гриндер. За год у нее лишь один семизнак — $1 100 000 за третье место в турнире на Тритоне в Чеджу. Однако 3,5 миллиона она насобирала в 37 событиях, в которых прошла в призы. Сложно представить, что кто-то в ближайшие годы сумеет составить лисичке конкуренцию. Уж очень крепкую игру она демонстрирует, периодически оставляя неудел топовых соперников мужчин. В женском покере есть уже упомянутая ранее Чериш Эндрюс, но справедливости ради, она больше гриндит недорогие турниры, в то время как Кристен давно является регуляром хейроллерских соревнований. Кроме того, ее коллега, партнер, наставник и супруг Алекс явно добавляет девушке мотивации развиваться в профессии. Так что, если не случится какой-то форс-мажор, Фоксен явно будет только укреплять позиции. Таковы итоги 2025 года. Зафиксируем и проверим, как сегодняшние топы сумеют отстоять позиции через год. Следующим смотрите видео о позиционной игре в покере. Почему место за столом решает все. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и пишите в комментариях лучшего игрока по вашей версии. И почему.